Друзья, всем привет! В общем, нахожусь на своей квартире в Медине, в Саудовской Аравии. Сюда переехал, сейчас живу здесь. И тут, в общем, в чем прикол? Квартиры сдаются абсолютно пустыми. Очень редко, когда квартира тебе сдается и там есть вся мебель. Соответственно, я тоже снял такую полностью пустую хату. И вот сейчас здесь лежат вещи. Привезли мебель. То есть сначала я снял квартиру, затем купил мебель, и вот сейчас у нас тут происходит такой ремонт. Квартиры в Саудовской Аравии, для тех, кто захочет как-то когда-то сюда приехать, они сдаются либо на полгода, либо сразу на год. Чтобы вы понимали, у меня здесь 3 полных комнаты, и это выходит по цене где-то 20 тысяч реалов в год, это 360 тысяч. Получается по 30 тысяч в месяц здесь стоит квартира. А кто-то из моих друзей, например, снимает еще дешевле. Здесь кухня будет. Ковер, кто будем чистить. Там спальня. Самое прикольное здесь это вот такой балкон под открытым небом. Я хочу сюда тент натянуть и чилить здесь. Многие начали спрашивать у меня в инстаграме под постом, как вообще я сюда попал, что для этого нужно сделать. Сейчас все стало гораздо проще, чем раньше. Начали открывать туристические визы людям, правда, всего на 3 месяца. А я же подавал аж в 2014 году документы на поступление здесь в местный университет. Для тех же, кто хочет приехать учиться, тоже есть куча разных групп ВКонтакте на эту тему, там Мединский исламский университет. И там уже вся информация есть о том, как поступить, что сделать. И там помогают перевести документы, весь пакет документов собрать, все это отправить и так далее. Вот. А я, говорю, подавал в 2014 году и все это время ждал. И уже даже не надеялся, даже не думал, что меня примут. И вот год назад вышло мое имя, я начал получать визу. И вот как только все получил, приехал сюда. Вот, и вот сейчас обустраиваюсь здесь. Пока вроде прикольно, пока мне все нравится. Здесь, прикиньте, в общем, если ты проезжаешь на красный сигнал светофора, у тебя штраф 54 тысячи рублей. Если ты вовремя не заплатил, у тебя удваивается штраф, и это уже 6 тысяч реалов, то есть 108 тысяч рублей. Поэтому здесь проезжать на красный, лихачить вообще не получится. Штраф, например, за то, что ты сидишь в телефоне, 500 реалов. Это примерно 8 тысяч рублей. 9, это 9 тысяч рублей. Короче, жесть. Ну, а пока, я говорю, пока вы видели, вот здесь все пусто, ничего нету, кухня тоже не стоит. И потом я вам покажу, как это все преобразится, как это все будет выглядеть. Короче, время уже 5 утра. Мы все еще собираем мебель. Стало ее теперь просто гораздо больше. Просто жесть. Та-дам! Короче, еще бардак жесткий. Готов только здесь еще шкаф. В общем, мы закончили ремонт, закончили всю расстановку, и сейчас я приведу небольшой рум-тур и покажу, что мы сделали из той разрухи, в которой мы находились в начале. В общем, вон там спальня. Я подумал, что будет круто не переносить спальню в какое-то другое место, в другую комнату, а прям разбить пространство и вот такой немного open space, короче. Но вот эта зона просто чилла, она реально очень круто выглядит. Помните, здесь было все завалено мебелью, вот эти ковры там в пакетах. Я этот ковер распаковал, вот так пылесосил 2 дня. В общем, в таком арабском стиле, арабская ночь. Здесь можно чаевничать, очень такая удобная атмосфера, когда приглашаем гостей. Здесь очень круто. Пойдемте дальше, здесь такой комодик. Кухня небольшая. Главная фишка кухни – это вот этот ковер. Он дает сразу атмосферу. Я начал по чуть-чуть расклеивать стикеры с арабскими словами. Например, типа «саляджатун», что значит «холодильник». Здесь, например, «нафидатун», что значит «окно». И я, в общем, это я так утрированно говорю по-арабски. Вот. И я, значит, начал расклеивать стикеры, те слова, которые я забываю, чтобы их быстрее учить. Потому что я понял, в арабском языке, как и в любом другом, тебе нужно сделать этот язык максимально родным. Вот, идем дальше. Здесь у нас уборная. Фишка этой квартиры, то, что мне нравится, это вот этот балкон. Пока он не застеклен, и здесь просто очень много пыли, как видите. Я сейчас стою кривыми ногами, боюсь замораться. Но в идеале я хочу застеклить полностью вот этот верх. И когда верх будет застеклен, я хочу купить сюда, во-первых, кошачий дом. Потому что я жду кота, пополнение в семействе, так сказать, жду. И хочу сделать там кошачий дом. Кошачья комната будет с таким огромным, как когтедерка, вот это вся, короче, тема. И вот это моя рабочая комната уже, где я делаю уроки. Я постелил сюда тоже ковер, обрезал его, чтобы вы понимали, урезал. Это не ковролин, это реально ковер. И я резал его ножом.
Просто своим перочинным ножом, вон там в углу стоял и вот так вот отточил этот ковер. Здесь мое рабочее место. Я купил себе органайзер, вспомнил, где стоят мои книжки. Раньше все лежало вот так на столе, бардак. То есть я постепенно привыкаю к системе, а я вообще не человек системы, и мне очень сложно себя систематизировать. И вот как раз учеба, она реально меня жестко сейчас дисциплинирует, потому что каждый день, кроме пятницы и субботы, я встаю в 7 утра, ну не считая намаза, на намаз у нас вот в 5:30, иду на намаз, прихожу домой, ложусь спать, встаю в 7:30 и иду на учебу. И так каждый день. То есть я в 27 лет снова стал студентом. Как я учу арабский язык? У меня есть вот такие карточки. Вот так они выглядят. Не факт, что вы поймаете фокус, но это на самом деле не важно. А на карточках я пишу единственное число, множественное число, здесь перевод. И так повторяю слова. Пока что здесь около 68 карточек. Потом у меня есть глаголы. Я учу глаголы, как они приходят во всех формах. И так советую учить каждый язык. Не только арабский, можно английский, французский, любой. То есть, потому что язык строится на глаголе. Без глагола невозможно разговаривать. И я вот сейчас стараюсь все это сделать. И у меня еще есть мединский курс. Это то, что мы непосредственно учим в университете. Поэтому вот такая у нас интересная получилась лачуга. Пойдемте, наверное, в ту комнату. Покажу, кстати, что я использую для бороды. У меня есть вот такое масло. Масло какой-то каракатицы. Видите, я его поболтал, и оно стало темным. Я его наношу, чтобы придать своей бороде более темный окрас, так сказать. И это такое масло для бороды. Таким образом я ухаживаю. Было много вопросов по поводу бороды еще, что я дополнительно с ней делаю. И я посмотрел кучу разоблачений на свою бороду. Сняли очень много, кому только не лень. И обосрали с ног до головы. И я подумал, в принципе, отчасти хейтеры в чем-то правы. Я прислушался к ним и купил себе миноксидил. И все это время, на протяжении, наверное, последних полгода, помимо того, что у меня была пересадка, я дополнительно пользовался миноксидилом. И я могу сказать, что эффект реально есть. А плюс я использую вот это масло каракатицы, которое затемняет бороду, когда я иду куда-то на важные мероприятия. И еще у меня есть воск для бороды, когда я причесываю свою бороду. Потому что иногда, она у меня не такая послушная, как у других, потому что волос чуть тоньше. Поэтому я мажу разными гелями, маслами, ухаживаю. И когда я за ней реально ухаживаю, она хорошая, она приобретает достойный вид. Не такой, как у меня был в начале. Что еще могу рассказать я вам про Саудию? Ой, блин. Много спрашивают людей, и такой сел как царь. Многие спрашивают. Многие спрашивают, зачем я сюда приехал. Основа, я сюда приехал сейчас для того, чтобы учиться. Я поступил в Мединский университет, и сейчас 2 года я буду изучать арабский язык. После того, как я закончу, дай бог, изучение арабского языка, уже будет зачисление на факультеты. Это не светское образование. Это просто людям дают возможность, это все бесплатно, то есть люди подают заявки со всего мира, и со мной учатся студенты из разных стран, там из Африки, из Франции, из Германии, из Америки. В общем, со всего мира студенты приезжают в этот университет и получают просто религиозное образование. Из нас не делают никаких, как многие там думают, что я там каким-то пойду муфтием работать, имамом работать. Это человек делает прежде всего для самого себя. Просто чтобы быть религиозно образованным. Появилась возможность уехать, появилась возможность работать удаленно, появилась возможность окончательно оставить кино и поехать заниматься своими делами, и я этой возможностью воспользовался. И это не значит, что после этого я стану, знаете, махать шашкой и кричать про религию, или вдруг меня завербуют, и я стану террористом. Это вообще не об этом. То есть Саудия достаточно сейчас уже светская страна, светское государство, здесь также молодежь и студенты обучаются. То есть это не страшно, как изначально люди это воспринимают. Вот стереотип, что ты туда поехал, и ты, все, стал аскетом, каким-то вообще религиозным фанатиком. Якобы можно сказать, что я религиозный фанатик в том смысле, что я просто изучаю религию. В этом смысле, да, я религиозный фанатик. Но при этом я абсолютно адекватен, я также развиваюсь в разных направлениях, я работаю, я стараюсь придумать что-то необычное, развиваю свой блог. То есть нет такого, что человек религиозный – это обязательно какой-то идиот, тупой, который, головой об пол бьется, и это все, что он делает, цвета белого не видит. Нет, нормальный человек, то есть религия, она вообще не мешает никак развиваться тебе абсолютно в любом направлении, в котором ты хочешь, но исходя, конечно, из вреда и из пользы. Поэтому у очень многих представление о том, что религиозный человек – это какой-то затворник. Нет, религиозный человек – это просто религиозно образованный человек,
который, если что-то и делает, делает это на основе знаний. И он так подходит просто ко всему, что он делает в своей жизни. Это и работа, это и бизнес, это и семья, это и дружба, взаимоотношения. Он все просто выстраивает через призму этих знаний. Поэтому сейчас я здесь, я получаю знания, пока что это просто арабский, но при этом я продолжаю работать, мы развиваем Борз, и я сейчас сижу в Борзе и хожу, пока здесь все ходят в комиссах, я гоняю в Борзе, активно пиарю саудийцам Борз. Сейчас, кстати, мы заканчиваем книгу, потому что я об этом не говорил или говорил вскользь, но я пишу книгу. И, ну как пишу? Я пишу совместно с редакцией, то есть они мне помогают, есть человек, которого они мне выделили, и мы совместно с ним разрабатываем весь материал. Там будут все мои посты, там будут все мои стихотворения, там будет стенограмма того, что я говорил в интервью, и плюс дополнительно какие-то мои мысли, которых еще нет в сети. И мы это все сейчас собираем в книгу, и где-то, дай бог, мы за декабрь должны закончить книгу, и в январе, если все сложится удачно, вы увидите эту книгу на полках в книжных магазинах. Это очень необычно, очень прикольно, это моя первая книга, и мне реально интересно, что из этого получится. Так что вот такая жизнь в Саудии. Возможно, я вам что-то еще покажу за пределами этой квартиры, но это не точно. Друзья, в общем, в принципе, я думаю, это все, что я хотел сказать. Если вам понравился этот выпуск, если вам понравилась моя борода, ставьте лайк и пишите комментарий. Только не обсирайте мою бороду. Все, с вами был Серега Романович, и до следующего выпуска.